В целом, ООП или объектно-ориентированное программирование позволяет создавать ваши собственные классы, которые имеют методы и атрибуты. Для чего нужны классы? Новичкам достаточно трудно иногда понять. Особенно в Python, например, у нас функции могут быть определены вне классов. И, в принципе, мы можем писать программы с одними функциями. Однако подумайте о том, что в мире есть множество, так сказать, классов объектов. Например, есть самолеты, причем разные. Вот, например, самолет можно сделать классом. У самолета есть множество атрибутов и характеристик, и возложенных на него функций. Есть класс машин, поэтому мы в программе можем переложить реальный объект на абстрактный, на класс в терминах языка программирования, назвать его car, машина, отразить атрибуты, которыми обладают машины в реальной жизни, и реализовать функции, которыми в реальной жизни обладает машина. Сделать все это только с помощью функций нельзя, если говорить о таком непосредственном переложении концепций друг на друга. То есть вот именно классы с методами, они один в один соответствуют тому, что мы имеем в реальном мире. Ну, за исключением кое-каких тонких деталей, которые важны на других этапах профессионализма. Там есть свои нюансы. Однако в целом это так. То есть у нас в реальном мире собака, например. Чтобы воспроизвести эту собаку в программном коде, мы можем создать класс собака, какие-то атрибуты, типа ее цвет и так далее, и функции, типа гавкать. И вот используя такой класс, мы можем породить кучу объектов этого типа, множество объектов. Собака 1, собака 2, собака 3. У этой собаки может быть атрибут порода. То есть, например, создать объект типа собака, задать ей атрибут такая-то порода, а затем вызвать функцию гавкать. Вот таким образом эти концепции соответствуют реальному миру. И все те типы, которые мы использовали до этого, они представлены классами, типа list, например, да? Единственный момент, что те типы, которые мы использовали, они более абстрактные, еще более абстрактные, чем те, про которые я сейчас говорил. Они просто более понятны для новичкам. А вот list и так далее, это все-таки типы данных, которые относятся непосредственно к программированию, к структурам данных и так далее. Но в этом разделе мы как раз попробуем симулировать работу, например, какого-нибудь персонажа из игры. Короче говоря, одних функций, по крайней мере, в таком языке, как Python, недостаточно для того, чтобы разрабатывать огромные программы. Как правило, большие программы, они базируются на использовании не только методов, но и классов. Хотел бы также сказать, что зачастую разработчики используют понятие объект и класс взаимозаменяемо. Однако из контекста вы можете зачастую вывести разницу. Дело в том, что класс – это как бы общее описание, программный конструкт в контексте ООП, с помощью которого мы описываем некоторую сущность. А вот объект, как правило, это инстанция класса, то есть экземпляр класса. И мы можем создать множество экземпляров или объектов одного и того же класса. Окей, для начала убедимся, собственно, мы уже это делали. Просто для полноты картины, я создаю список, numbers, и теперь если выведу тип этой переменной, мы увидим, что это list. И list это класс на самом деле. Окей, попробуем создать свой класс. Для того, чтобы создать свой класс, нужно воспользоваться ключевым словом класс. А затем следует имя класса. Имя класса мы записываем с помощью Pascal casing. То есть каждое слово начинается с заглавной буквы. Если это character супер, я просто условно, то каждое слово, начинается с заглавной буквы. Но здесь у нас второго слова нет, у нас класс состоит из одного слова. Дальше следуют круглые скобки, дальше двоеточие. И пока я здесь сделаю pass, то есть не буду реализовывать ничего внутри класса, просто исполню этот кусочек кода, и теперь вы можете видеть, что я могу создать экземпляр нашего класса, используя такой синтаксис. С помощью этого синтаксиса мы создаем инстанцию или экземпляр класса. Давайте посмотрим, какой будет тип у нашей переменной. И вы можете увидеть, что тип ее соответствует имени класса, character. У каждого класса есть конструктор. И, кстати говоря, класс может иметь более одного конструктора.
Конструкторы используются для того, чтобы, грубо говоря, никто не смог создать экземпляр объекта в невалидном состоянии, в некорректном. Ну, например, представим, что character нельзя создать без указания расы этого персонажа. Ну, нельзя. И вот для этого существует конструктор. Конструктор определяется с помощью def, 2 подчеркивания, init, 2 подчеркивания, self. Здесь мы требуем race, расу. Ну, я запишу до конца и сейчас объясню, что здесь происходит. Итак, это определение конструктора. Init с 2 подчеркиваниями – это специальное имя метода, записанное, собственно, со специальным образом, со специальным синтаксисом, с 2 подчеркиваниями слева и справа, чтобы, так сказать, отличать специализированные методы от всех остальных. И как и любой другой метод, он имеет аргументы. Первым аргументом указывается self. Что это значит? Self – это ссылка на экземпляр. Все атрибуты, присущие объекту конкретному, мы записываем через ссылку self. На самом деле self – это просто соглашение об именовании. Аргумент, идущий первым, мог бы иметь другое имя, однако это просто соглашение между программистами. К атрибутам собственного класса мы обращаемся через именно ссылку с наименованием self. Вторым аргументом мы принимаем расу, а в этой строчке мы атрибуту на уровне объекта класса присваиваем значение из аргумента race. Немножко это сначала может запутать здесь новичка, потому что здесь race в 3 местах. На самом деле, эта переменная могла бы называться actual race, просто для примера. А это могла бы как-нибудь и по-другому. Character race. Да, то есть в правой части мы используем наш аргумент, а в левой это, по сути дела, объявление переменной на уровне объекта класса. Что это означает? Это означает, что теперь, если я исполню этот кусочек кода и вот этот кусочек кода, во-первых, это означает, что мы теперь не можем просто так создать объект character, не передав сюда actual race. Давайте передам, например, elf. Так, теперь это работает. И вот теперь я могу вызвать атрибут character race, который мы здесь создали. И в этот атрибут character race было записано то, что мы передали в качестве аргумента в конструктор. И вывод будет elf. Однако по соглашению, чтобы, как говорится, не лохматить бабушку, мы можем использовать одно и то же слово. Интерпретатор понимает, что вот здесь, поскольку здесь есть self, мы обращаемся к атрибуту класса. А вот здесь используем race, который был передан в качестве аргумента. Вот как это происходит. То есть здесь путаницы между этими рейсами нет. И по сути дела, вот мы создали здесь экземпляр, да, character, с названием unit. Вот изнутри этого класса, для разработчика этого класса, доступа к этому юниту нет. Ну, по объективной причине. Этот юнит создается извне. Так вот, вместо такого юнита мы используем self. Вот этот self, он будет иметь ту же ссылку на тот же самый объект. Вот он. То есть через self мы имеем доступ к экземпляру класса изнутри самого класса. Так, ну поскольку я здесь переименовал в race, character race здесь больше нет, можно удалить. Окей, снова все работает. Кроме того, ничто нам не мешает создавать более одного атрибута в рамках одного конструктора и пользоваться значениями по умолчанию для аргументов. Например, могу здесь добавить еще аргумент damage и по умолчанию назначить ему 10, и добавить armor, по умолчанию назначить 20, а дальше здесь продолжить, создав атрибут damage, записав туда переданное значение аргумента, и то же самое сделать с armor. Отлично. Теперь мы можем создавать character, передавая только расу, а можем, например, и переопределить
значения для damage и armor, записав 20, или armor равно 40. Здесь я прописал явно damage равно, armor равно, хотя делать этого не обязан. Могу это удалить, и это также будет работать. Иногда это бывает полезно, когда необходимо в контексте вызова различать, какое значение какому аргументу предназначается. Ну и, соответственно, мы теперь можем также вывести значение damage и значение armor. И они равняются 20 и 40. Вот таким вот образом мы можем инициализировать экземпляр класса типа character, передавая в конструктор определенные значения, которые в этом самом конструкторе мы присваиваем атрибутам на уровне объекта класса. Это базовая информация, которая касается того, что такое класс, для чего мы его используем и с чем едят атрибуты. Ну а теперь пойдем дальше и разберемся более подробно с атрибутами и методами внутри класса. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация, работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты. Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет. А служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITONLOCKED можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети. Итак, у нас есть класс, который называется character. И есть конструктор, который принимает расу, damage и armor. Ну и, соответственно, мы объявляем расу в качестве атрибута, присваиваем ей значение self-damage равно damage, self-armor, armor равно armor. Окей. Вот эти атрибуты, они уровня инстанции. То есть атрибутом race, damage, armor клиентский код, вызывающий, сможет пользоваться только после создания экземпляра типа character. Чтобы объявить атрибуты уровня класса, а не уровня инстанции класса, можем прописать атрибуты прямо здесь. Например, max speed равно 100, dead health равно 0. Что это значит? Это значит следующее. Я исполнил этот код, создаю экземпляр класса, пусть это будет org. Так вот, max speed я могу вызвать, не создавая экземпляр типа character, например, используя такой синтаксис, да, unit равно character org. Чтобы вывести на консоль max speed, я прямо могу написать character.max speed и получить 100, получить результат. А вот те атрибуты, которые были созданы с помощью ключевого слова self, к ним мы так обратиться не можем. То есть, если я здесь
напишу character race, будет ошибка attribute error. Для того, чтобы воспользоваться атрибутом уровня инстанции, нам нужно сначала создать такую инстанцию. Например, вот мы здесь ее создали. Вот так мы можем обратиться к расе. А вот так вот статически обратиться, то есть без создания экземпляра, к атрибуту, мы можем именно через имя класса. Character maxSpeed. Для того, чтобы обратиться к maxSpeed, нам не обязательно создавать экземпляр класса. В класс можно добавить операции. Прежде чем добавить пару операций, давайте я создам еще один атрибут, назову его health. Это будет текущий, значит, уровень жизни персонажа. По умолчанию он будет 100. Вот, извне мы его не задаем, не принимаем аргумент health, просто явно создаем атрибут health и присваиваем ему 100. И, предположим, хочу объявить пару операций. Объявляю я их, методов, с помощью def. Один будет hit, то есть по персонажу можно нанести удар. Каждый метод уровня инстанции также принимает в качестве первого аргумента self, а дальше уже позиционные аргументы, которые мы посчитаем нужными. Да? Он принимает damage, то есть урон, который наносится. И я из health отнимаю этот самый damage. Вот и вся реализация этого метода. И, наверное, добавим еще один. Назовем его isDead. С помощью этого метода клиент сможет проверять, умер ли персонаж, сколько у него жизней. Он будет возвращать boolean, где я буду проверять self, health, равно. И вот здесь я могу, в принципе, понятно, что я могу здесь с нулем сравнить. Вот. Но я создал специально атрибут уровня класса. И я могу его использовать как напрямую. Вот так это все нормально будет интерпретировано. Но могу и вот так вот, даже изнутри класса. И это более, так сказать, конвенционально, более читабельно. Когда я обращаюсь вот так вот к атрибуту уровня класса, сразу понятно, что этот атрибут уровня класса. Мне не нужно глазками бежать и смотреть, что это такое. Исполним этот код. И дальше я могу вызывать наши методы. У нас экземпляр уже имеется, unit. Нанесем урон. Кстати говоря, вот я нажимаю точку, Tab, и мы видим наши атрибуты и методы. Если я набираю hit, видите, H точнее набираю, мы видим health и hit. Hit передаю 20. И скажем, хочу понять, сколько у нас осталось жизней. Осталось 80. Хочу понять, мертв ли персонаж. Нет, поскольку у него еще 80 жизней. А вот если я дам ему урон еще 80, то isDead вернет true. Важным моментом является то, что так называемых приватных атрибутов как таковых в Python не существует. То есть, если у нас есть атрибут, например, какой там health, мы можем его модифицировать не через метод hit, а напрямую. То есть взять и установить в health, я не знаю, минус 200. И все, и это будет работать реально. То есть, как такового понятия приватных членов, как в C# или в Java, в Python нет. Несмотря на то, что в самделишных приватных и защищенных атрибутов в Python нет, скрывать атрибуты мы все-таки можем. И программисты на Python такие скрытые атрибуты, поскольку это привычно, также называют защищенными и приватными. Защищенные – это такие атрибуты, к которым есть доступ в классах-наследниках. А приватные – это такие атрибуты, к
которым есть доступ только в классе, который объявил этот атрибут. Про сокрытие реализации я решил поговорить в следующей лекции, где мы посмотрим на защищенные и приватные атрибуты, а также на механизм свойств. В этой лекции я хотел бы коснуться темы констант, защищенных и приватных атрибутов, а также вкратце рассмотреть возможность использования свойств в языке Python. Рассмотрим мы это на примере того класса, который мы уже для этого использовали, класса Character. Я его немножко упрощу, исключу из него ненужные нам атрибуты, объявлю конструктор init self, оставлю raise и оставлю damage по умолчанию равному 10. Ну, конечно же, инициализируем атрибуты. Damage равно damage. Raise равно raise. Начнем по порядку. Мы до этого объявляли атрибуты на уровне классов. Как я уже говорил, те атрибуты, которые мы объявляем на уровне класса, являются статическими. То есть мы к ним можем обращаться извне класса без создания инстанции этого класса. То есть просто использовать имя класса и доступ к такому атрибуту. Мне хотелось бы сделать здесь ремарку, касающуюся того, что зачастую на уровне класса мы объявляем не просто статический атрибут, но делаем этот атрибут константой. То есть привязываем некоторое значение, которое не предполагается быть измененным в будущем. В Python для создания констант, как на уровне классов, так и на уровне модулей, есть соглашение, что константы, имена констант записываются капслоком, да, все заглавные. То есть на самом деле, по-моему, в прошлой лекции мы объявляли статический атрибут максимальная скорость, max speed, присваивали ей 100. На самом деле маловероятно, крайне маловероятно, что этот атрибут бы изменялся. И вообще было бы странно, что максимальная скорость, если мы воспринимаем этот атрибут как ограничение, да, что он будет меняться. Весьма вероятно, что это будет константа. То есть больше 100, никак скорость у персонажа быть не может. Так вот, константы мы должны определять с помощью именно заглавных букв. Например, max speed равно 100. Да, есть один момент. Если мы исполним этот код, мы можем убедиться, что, как и раньше, мы имеем доступ к такой константе. Более того, ничто нам не мешает переопределить ее. Да, присвоил 10 и изменил. Что же это за константа такая? Действительно, программисты, которые пришли из C# или Java, на эту тему много возмущаются. И на Stack Overflow, и на других сайтах, и на форумах, и это целый холивар. Однако Python — это именно такой язык, где концепция приватности не имеет такого значения, как в таких языках, как Java или C#. Мы не можем делать константы действительно неизменяемыми. То есть Python, он базируется на соглашениях между программистами, которые вхожи в Python комьюнити. То есть, если другие программисты видят, что max speed прописан капслоком, значит, это константа, в которую лезть не надо. То есть, это все поддерживается на уровне соглашения. И вы, как программист на Python, также должны знать об этом соглашении. И если вы полезете в чужой код и увидите там атрибут, прописанный заглавными буквами, вы должны понимать, что это константа. И значение ее не меняется. Оно не меняется ни изнутри, ни извне. Такова договоренность. При всем при этом, что касается атрибутов на уровне объекта, класса, да, на уровне инстанции, в Python есть концепция защищенных и приватных атрибутов, но, опять же, базирующаяся по большей части на соглашении об именовании. Защищенные атрибуты класса – это такие атрибуты, которые не должны использоваться извне, но могут быть использованы наследниками.
А приватные атрибуты класса – это такие атрибуты, которые не могут быть использованы ни извне класса, ни в наследниках. То есть могут быть использованы только внутри класса, который их объявляет. Так вот, для объявления защищенных атрибутов в Python есть соглашение, которое предписывает создавать такие атрибуты с одним передним подчеркиванием, а приватные атрибуты класса создавать с двумя передними подчеркиваниями. Например, достаточно логично было бы объявить расу приватной. Действительно, было бы странно, если бы на лету внешний код мог поменять расу внезапно юнита, который был создан, да? Надо сказать, что и наследники маловероятно будут менять расу. Хотя возможно, что класс наследник, если будет такой существовать, захочет получить доступ к расе. Однако это уже, так сказать, на усмотрение того, кто проектирует класс. Бывают разные ситуации, разные требования и так далее. Здесь мы просто продемонстрируем разные возможности. Если мы сделаем два подчеркивания перед декларацией атрибута race, то мы сделаем его приватным. Что это значит? Это значит, что мы можем создать инстанцию character. Да, я забыл передать атрибут, конечно же, раса как раз эльф будет. И теперь, если мы напишем C, точка, нажмем Tab, то увидим, что в выпадающем списке нет race. Это происходит потому, что Python для атрибутов, которые объявлены с двумя передними подчеркиваниями, включает такую штуку, которая называется name mangling. То есть он запутывает это имя. Действительно, атрибут race теперь как бы во внутренней репрезентации не подчеркивание race, а подчеркивание character, два подчеркивания race. Действительно, мы не имеем доступа прямого к атрибуту race через двойное подчеркивание race. Это будет ошибка. Однако, если мы действительно хотим получить доступ к race, и более того, не просто получить, а записать туда какое-то другое значение, мы по-прежнему можем это сделать вот таким вот образом. Подчеркивание character, два подчеркивания race равно, ну, скажем, org. И теперь, если мы пропишем то же самое и выведем, вы можете увидеть, что в наш приватный атрибут было записано новое значение. Да. Как я уже говорил, Python базируется на соглашениях. Здесь нет такого атрибута, действительно приватного, в который ну никак нельзя залезть руками без действительно сложных манипуляций. Однако в среде Python-программистов считается, что такое обращение уже настолько само по себе странное и настолько усложняет, очевидно, доступ к такому атрибуту, что действительно это должно намекать на то, что что-то здесь не так. И соваться в такой атрибут руками, как говорится, своими грязными руками не следует. И тем более туда что-то записывать. Ладно еще в случае каких-то редких случаев, может быть, отладки, еще чего-то там, просто прочитать. Это еще куда ни шло. Но перезаписывать это уже чересчур. Поэтому на уровне соглашения в языке Python атрибут с двумя подчеркиваниями считается приватным. То есть его читать, не писать извне напрямую нельзя. Если мы хотим, чтобы атрибут класса не был виден извне, но был виден в наследнике, то мы его можем определить с одним передним подчеркиванием. Например, health. По умолчанию пусть будет 100. Нам ничто не мешает изнутри иметь доступ к такому атрибуту и реализовать метод hit, позволяющий нанести урон нашему юниту. Self. Так и обращаемся через подчеркивание. Минус равно damage. Исполню скрипт. Теперь, если я напишу C, точка, нажму Tab, вы также можете заметить, что мы не видим не только атрибут race, но мы не видим и атрибут health. То есть извне он просто так недоступен. Опять же, это все на уровне соглашения. Если человек захотел туда что-то записать, в данном случае name mangling не происходит. Здесь все еще проще. Мы просто берем, обращаемся напрямую, пишем health и присваиваем туда 0. Да? И точно так же можем вывести. И мы получим 0. То есть это в действительности, прям, если человек хочет, он может туда что-то записать.
Еще раз повторюсь, все эти вещи работают в Python таким образом, что предполагается, что человек, который использует ваш код, не идиот, а знает о соглашениях, которые есть в языке Python. Надеюсь, с защищенными и приватными атрибутами стало более ясно. Если вкратце, то получается, что если мы не хотим, чтобы атрибут был виден нигде, ни извне, не был использован в наследниках, то мы объявляем его с двумя подчеркиваниями. Если мы хотим, чтобы атрибут не был виден извне, но был виден в наследниках и мог быть использован в наследниках, то мы объявляем его с одним подчеркиванием. Повторюсь, это соглашение, которое не просто широко распространено среди Python-программистов, оно, по сути, прописано в документации. И все программисты на Python должны неукоснительно следовать этим соглашениям. Python предоставляет другую интересную возможность, которая называется свойства. Свойства – это нечто среднее между атрибутами и методами. Как всегда, проще всего посмотреть на практике. Что это такое? Вернемся к определению нашего класса. У нас есть приватный атрибут race, и он не виден извне. У нас есть защищенный атрибут health, и он тоже не виден извне. Окей, а что если мы хотим сделать так, чтобы внешний код не мог ничего записать в health, но он мог бы прочитать его текущее значение? Почему бы нет? То же самое касается и race. Если мы просто уберем подчеркивание, то атрибут станет виден извне, и кто угодно сможет туда записывать значения. А на данный момент они защищены конвенцией, то есть соглашением об именовании. Так как же дать доступ к чтению таких атрибутов? Организовать это можно с помощью свойств. Объявим такое свойство. Def health self. Для объявления свойства мы используем декоратор property. Это именно на чтение, если. Свойство выглядит по синтаксису как метод, только покрыто декоратором property. Ну а здесь мы делаем return self.health. И также можем объявить property race return self race. Изнутри класса мы можем спокойно обращаться к race через два подчеркивания, безо всякого name-менглинга. Теперь, если мы исполним этот скрипт, не буду здесь ничего менять. Теперь, если мы набираем c. и делаем tab, то мы видим, что у нас есть доступ к health и race. Выведем текущие значения. Поскольку мы здесь в наглую переименовали и присвоили 0, то получаем те значения, которые заслужили. При этом мы по-прежнему не можем, используя синтаксис c.health прямого доступа к атрибуту, что-то туда переназначить. Это вызовет ошибку. Attribute error can't set attribute error. То же самое касается и race. Они защищены доступом через свойства. Вообще говоря, рекомендуется объявлять свойства только тогда, когда они содержат какую-то логику. Прошу заметить, что свойства, в отличие от простых атрибутов, могут иметь внутри логику, поскольку они похожи на методы. Они внутри имеют реализацию, она может быть достаточно сложна. При этом они предоставляют семантику доступа как к атрибуту, в отличие от метода. Ведь если бы мы объявляли метод, мы бы его объявляли здесь, нам бы пришлось объявлять там getRace, setRace, то есть это были бы методы-аксессоры, так называемые, методы доступа. Один метод для чтения и один метод для записи. И, скорее всего, в методе для записи, хотя зачастую вообще-то и в аксессоре на чтение тоже может быть какая-то логика. В общем, и там могла бы быть реализована какая-то логика. Однако такие методы, они читаются хуже со стороны вызывающего, чем просто обращение к атрибуту. Согласитесь, это читать проще, чем c.setHealth с передачи 10. Да? То есть это проще, чем c.setHealth 10, например. Или c.
Ну, в данном случае как раз мы просто пытаемся записать, но это невозможно, поскольку у нас защищен доступ через property, через свойства. Однако, как мы сейчас увидим, мы можем создавать свойства и с возможностью на запись. Я просто хотел сказать, что get health тоже смотрится не так хорошо, как просто c health, согласитесь. Так вот, свойство — это нечто среднее между атрибутами и методами. Но, как я уже сказал, свойства лучше объявлять, когда есть какая-то логика. Не просто у нас есть return внутри, а есть какая-то логика. Конечно, если вы уж совсем никак не хотите давать прямой доступ к атрибуту, то вам никто не запрещает объявить property с простым доступом на чтение, с вот таким ретурном. В этом нет ничего страшного. Однако, как правило, property все-таки создают для того, чтобы прописать в них хоть насколько-то сложную логику. Например, предположим, что у нас есть protected, защищенный current speed, да, например, текущая скорость, равна 20, и мы не хотим давать прямой доступ к этому атрибуту, чтобы туда не записали какую-нибудь ересь. Мы хотим дать возможность туда записывать значения, но при этом мы хотим, чтобы оно не выходило за границы 0 и 100. При этом мы хотим дать возможность почитать такой атрибут. Для этого мы можем использовать все тот же property, def. Я назову current speed, этот property, это свойство. Здесь будет просто возврат self current speed. А вот когда мы хотим создать свойство с возможностью записи, мы записываем это таким образом. Current speed. Здесь имя свойства идет. Дальше .setter. А дальше то же самое определение, как метода. То есть вот эти названия, они должны совпадать. Только здесь идет setter. Current speed. Дальше self. И аргумент – это значение, которое передается в правой части выражения при присваивании нового значения. И здесь я хочу написать какую-то разветвленную логику. Проверить, что текущая скорость, если она меньше нуля, то я хочу насильно в current speed, в текущую скорость, установить 0, потому что отрицательной она быть не может. Отлично. Если текущая скорость больше 100, то я хочу насильно текущую скорость установить 100, поскольку больше 100 она быть не может. Но в противном случае мы можем установить то, что действительно было передано. Вот таким вот образом. И теперь, используя такой синтаксис, мы можем читать текущую скорость и устанавливать текущую скорость. Отлично. Попробуем туда записать какую-нибудь ерунду, например, 1000, и посмотреть, что будет. Отлично. Видно, что отработало наше свойство с нашими ограничениями. Попробуем записать отрицательное значение, и у нас ничего не получилось. Отлично. Наша текущая скорость защищена от всяких глупостей, которые может сотворить внешний код. Еще раз повторюсь, что свойства не создаются просто так. Не надо делать все атрибуты свойствами. В отличие от других объектно-ориентированных языков программирования, в Python вы всегда можете начать с использования просто атрибута. Даже не защищенного никакими префиксами, ни одним, ни двойным подчеркиванием, а затем перейти к использованию свойства. То есть, если у вас повсюду использовался self-health извне, то есть к нему обращались как .health, а затем изменились какие-то требования, и вы захотели закрыть этот атрибут, сделать его приватным или защищенным, вы можете добавить к нему подчеркивание или двойное подчеркивание и создать свойство для доступа к этому защищенному или приватному атрибуту.
И весь внешний код, который уже был написан к тому времени, сможет продолжать использовать обновленные версии ваших библиотек, не будучи поломанным. Ничего для внешнего кода не изменится. Он как использовал ваш атрибут напрямую, так и будет продолжать его использовать. Потому что синтаксис доступа напрямую к атрибуту от синтаксиса доступа через свойства ничем не отличается. Это такой же доступ через точку. А вот во многих объектно-ориентированных языках программирования, в силу некоторых причин, которые я не буду углубляться, в этом нет смысла, это курс по Python, а не по C# или Java, это было бы просто невозможно. Таким образом, в Python по умолчанию, если у вас на данный момент прямо сейчас нет никаких требований, специальных ограничений по доступу к атрибуту, вы можете сделать его просто атрибутом. И вдруг, если у вас появятся потом какие-то требования, вы захотите закрыть прямой доступ к атрибуту, вы сможете это сделать, просто перейдя к именованию через префикс, одинарный или двойной, и выкатить свойство на доступ, может быть просто на доступ, может быть на доступ и запись, я имею в виду на чтение и запись. Еще раз я хочу это подчеркнуть. Если вы программист, который пришел из мира C# или Java, не надо приносить в Python свои концепции из C# и Java и делать эти концепциями главенствующими в языке Python. Отнюдь, они здесь не главные. Python — это более свободный язык программирования. И дзен Python говорит о том, что лучше начинать с простых атрибутов. Многие старые Python-программисты вообще практически не используют свойства на самом деле. Что касается меня, я не приверженец такого подхода. Я все-таки создам свойство или в некоторых случаях метод для доступа на запись с логикой, чем все-таки открою напрямую атрибут. Однако это не делает правильным такой подход, что мы заранее теперь вместо атрибутов везде будем делать свойства. В Python это просто бессмысленно, потому что к свойствам всегда можно в любой момент перейти, ничего не поломав в вызывающем коде. Ну что ж, отлично, мы рассмотрели очень важные возможности в этой лекции. Мы посмотрели, как сделать именованную константу по соглашению, принятому в Python. Мы посмотрели, как сделать protected или защищенный атрибут. И посмотрели, как сделать приватный или private атрибут с помощью двойного подчеркивания переднего, но protected, соответственно, с одинарным подчеркиванием передним. И как создавать свойства на чтение и запись. И другой момент, собственно, основная тема данной лекции, это то, как объявлять статические методы. Действительно, иногда мы хотим объявить статические методы, которые сидят внутри класса, но для их вызова не обязательно создавать инстанцию такого класса. Ну, давайте посмотрим все на примерах. Во-первых, я хотел привести кое-какой тест, касающийся статических атрибутов. Для этого я заведу простой класс, назову его static_test, дам достаточно синтетическое имя и объявлю здесь атрибут, да, на уровне класса, которому присвою единичку. Отлично. Так вот, что важно? Важно то, что статические атрибуты можно вызывать как через имя класса, так на самом деле и через инстанцию класса. Да-да, такое возможно не во всех языках программирования. В некоторых возможно, в некоторых нельзя. Python это позволяет. К чему это ведет? Давайте посмотрим. Создам инстанцию класса static_test, t1, static_test. Отлично. Теперь просто для острастки, для честности эксперимента выведу, значит, via instance у нас, через инстанцию у нас значение x такое-то, а через via class такое-то, да, static test x. И закрою. Выведем. Единица и так. Мы видим здесь, да, что доступ через t1 у нас есть. Несмотря на то, что атрибут типа статический. Окей. У нас есть не только доступ на чтение, на самом деле, через инстанцию класса, но и на запись. Давайте проверим. t1x равно 2. Так. И это проходит без ошибок. Окей.
что теперь будет, если мы... Так, я не просто так это написал, мы можем это на самом деле скопировать. Бессмысленно это перепечатывать. Теперь я хочу запустить тот же самый кусочек кода и посмотреть на вывод. Что же будет? VInstance 2, VClass 1. Ага, а почему так происходит? А дело в том, что вот такой вот доступ к X и запись в него создает атрибут на уровне инстанции. И мы туда записываем двойку. То есть эти два икса это вообще два разных атрибута по факту. Вы можете видеть, что VClass, он до сих пор 1, а через инстанцию 2. Так вот, продолжим дальше. Static test x равно 3. Исполним и повторим. Что будет? А вот такое присваивание уже работает на уровне класса. Видите, инстанция осталась нетронутой. Это подтверждает лишний раз то, что эти два атрибута совершенно различны. Просто надо помнить о таком поведении, да? То есть, когда мы осуществляем доступ через инстанцию, мы вообще доступ не осуществляем на самом деле к статическому атрибуту. Мы таким образом создаем внутри класса новый атрибут уровня инстанции. Важно это понимать. Грубо говоря, вы можете просто столкнуться с таким кодом, просто может быть написанным не вами, и чтобы разобраться, что, черт возьми, здесь происходит, вам надо понимать, что такое возможно, это работает и работает именно так. Теперь, что касается статических методов. Вы знаете, иногда мы пишем классы, где в принципе нет состояния. Ну, действительно. Вот нет атрибутов там просто есть набор методов. Просто мы их объединяем в классе, как в контейнере. То есть эти методы, они по духу близки друг к другу, скажем так. И есть смысл их объединить в каком-то классе под именем, который знаменует, собственно, общий смысл всех этих методов, которые в нем содержатся. И тогда имеет смысл объявлять такие методы статическими, потому что, состояния у класса нет, какой смысл создавать его экземпляр, правильно? И на самом деле есть два способа создать статические методы. И для того, чтобы посмотреть на разницу между этими двумя подходами, мы сразу начнем с примера, который нацелен на то, чтобы продемонстрировать именно эту разницу, а не продемонстрировать случай, когда мы нуждаемся в классе, как в контейнере для статических методов. Этот пример, он будет немножко другой. Но вот смотрите. Предположим, у нас есть класс date, дата. У этого класса есть конструктор self. Он принимает month, day и year. Да? Ну и здесь мы создаем month, self day равно day, self year равно year. Инициализировали. Создадим метод, который назовем display уровня инстанции. Он будет возвращать у нас текущий месяц, потом дефис, текущий день и текущий год. Python позволяет в классе иметь только один конструктор. В чем может быть проблема, связанная с конструктором, а тем более с единственным конструктором? Главная проблема, связанная с тем, что мы можем иметь только один конструктор, заключается в том, что иногда классы могут быть инстанцированы по-разному. Действительно, может быть n способов совершенно валидного создания класса. И для этих способов не подходит один конструктор с кучей параметров, множеству из которых даны значения по умолчанию. Такие конструкторы становятся очень перегруженными, непонятными, их трудно читать и понимать. Кроме того, конструктор не имеет имени. То есть, когда мы синтаксически создаем инстанцию класса через конструктор, мы просто пишем имя класса, а дальше передаем аргументы в скобках. Иногда такого синтаксиса недостаточно для того, чтобы писать, как говорят еще, самодокументированный код. То есть выразительный код,
который выражает намерение. И вот в таких случаях мы иногда прибегаем к статическим методам, которые мы используем в качестве конструкторов. В чем преимущество статических методов над конструкторами? Статических методов, которые возвращают инстанцию объекта. В том, что статические методы имеют имя, и это имя может быть описательным. И благодаря этому, создавая инстанцию класса, используя такой статический метод, мы пишем красивый код выразительный. Потому что когда мы вызываем статический метод именованный, читателю сразу понятно смысл такого конструирования. Например, что если мы хотим дать возможность клиенту нашего класса date создавать дату исключительно в 2000 году и дать для этого описательное имя Millennium. Это немножко искусственный пример, но очень похожий на правду. Действительно, зачастую мы создаем именно вот такие статические методы с красивыми именами, которые сразу дают понять, что здесь имеется в виду. Как я говорил, есть два способа создания статических методов. Оба они связаны с применением декораторов к методам. И давайте на них сразу посмотрим. Я объявлю два метода. Def Millennium. Ну, я один назову C с подчеркиванием, просто чтобы их отличать. Вот этот я покрою декоратором класс метод. И первое, что здесь нужно уяснить, что статический метод, покрытый декоратором класс метод, первым аргументом принимает, скажем так, информацию о классе. Сейчас на примере вы поймете, в чем здесь смысл. То есть через этот аргумент мы можем обращаться к классу, на котором вызывается этот статический метод. Это что-то вроде self, но только CLS. То есть self — это инстанция класса, а здесь это не инстанция, а информация о классе, скажем так. Дальше мы требуем передачу месяца и дня. И вот с помощью этого самого CLS мы можем вернуть инстанцию класса. Вызывая CLS, через CLS мы вызываем конструктор класса и передаем ему месяц, день и 2000 год. Да? То есть, по сути, если кто-то вызовет date.millennium подчеркивание C и передаст месяц и день, то вот эта запись вызовет вот этот конструктор. На самом деле все просто. И также есть второй способ, связанный с декоратором static метод. Я назову его Millennium S, потому что static. И вот он не принимает в качестве первого аргумента информацию о классе. Ничего не принимает. Он вообще полностью абстрагирован от класса. Он принимает тоже месяц и день и возвращает также инстанцию даты класса date, но вызывая конструктор напрямую, обращаясь к классу date по имени. Month, day, 2000. И сейчас вы увидите, в чем разница. Работает это примерно одинаково. Действительно, мы можем написать date, Millennium C, D1, да, ну скажем, 6, 9, D2 равно date, точка Millennium S, тоже передать 6, 9, да, и вывести, что у нас вывести, D1 display, display и D2 display. И убедиться в том, что абсолютно все будет одинаково. Да, действительно. Так в чем же все-таки разница? А вот в чем. Сделаю небольшую хитрость. Создам класс dateTime, который наследуется от нашего класса date. И вот он переопределит метод display. И будет выводить здесь данные немножко по-другому. Поскольку это dateTime, у него есть время. И по умолчанию время я буду ставить в midnight, в полночь, 0:00 p.m. Для этого я здесь вот это дело скопирую. А после года сделаю пробел, дефис, 00,
00 00 PM. Да, чувствуете разницу? Отлично. Теперь я создам dt1, скажу здесь datetime. Datetime. Здесь я скажу напрямую datetime. Ну, скажем, 10.10, 1990. И datetime 2 создам, используя, поскольку это наследник, используя метод millennium s. Ну, передам здесь просто 10.10. Теперь я вызову встроенный метод isInstance, который проверяет тип инстанции, и спрошу у isInstance datetime1 принадлежит к типу datetime, и также поинтересуюсь, принадлежит ли datetime2 datetime. Ну да, и надо здесь print вызвать. isInstance возвращает true или false. Если инстанция типа datetime, то будет true. И кроме того, сразу отправлю на печать результаты вызова метода display на datetime1 и datetime2. Отлично. Так, исполним. Так, где-то у нас здесь ошибочка. Ага. Print. Еще раз. Так. Так что здесь происходит? Происходит здесь то, что когда мы вызываем конструктор datetime напрямую, мы получаем инстанцию datetime, конструируя его через конструктор date. Получаем тип datetime. А вот вызывая millennium s, это вот этот самый метод, static метод, который не имеет CLS в качестве первого аргумента, он конструирует date. Он не конструирует datetime. Таким образом, эти инстанции, типы этих инстанций не одинаковы. В первом случае это действительно datetime, во втором нет. И, соответственно, в первом случае display вызывается на datetime, поэтому мы получаем 000 PM, а во втором случае мы получаем вывод из display базового класса. То есть в первом случае мы конструируем, точнее, во втором случае мы конструируем именно базовый класс. Так вот, разница между millennium s и millennium c, да, c это как раз в данном случае покрытый декоратором класс метод, заключается в том, что если я это исполню, то получу здесь true и получу корректный вывод. Вот сейчас поведение как раз то, которое мы ожидаем по умолчанию. Когда мы вызываем millennium c, то есть когда мы вызываем метод millennium, на datetime мы ожидаем, что нам вернется инстанция datetime. И она нам действительно возвращается, и мы получаем тот вывод, который мы ожидаем. Это получается так потому, что когда мы вызываем метод статический, покрытый декоратором класс метод, в качестве первого атрибута идет информация о классе, на котором вызывается этот метод. И в данном случае вызывается он на классе datetime. И, соответственно, конструируем мы именно этот тип. Соответственно, когда мы используем методы именно для конструирования классов, нужно применять декоратор класс-метод, поскольку он несет дополнительную информацию о классе. Это так называемые factory методы, то есть методы фабрики, с помощью которых мы создаем экземпляры классов. И вот в таком случае, когда мы из статического метода возвращаем экземпляр класса, нужно использовать декоратор класс-метод. То есть статический метод, именно static метод, покрытый декоратором, static метод абстрагирован от класса. Действительно, есть пример, когда мы можем просто обойтись статическими методами. Просто приведу пример, когда нам, в принципе, класс-метод особо и не нужен. Ну, например, скажем так, у нас есть класс, назовем его str конвертер. Объявлю здесь static метод, def toStr, он конвертирует байты в строчку, bytes or str, то есть ему передают, ему пофигу что, байты или строчку, и он здесь проверяет, если, то есть такой универсальный конвертер, если bytes or str принадлежит к типу bytes, то тогда
пожалуйста, сконвертируем его к строке, вызывая decode. Ну и, скажем, передаем здесь UTF-8. UTF-8. В противном случае это у нас строчка, и мы ее оставляем неизменной и просто в конце возвращаем значение. И еще один статик метод, только обратный, обратного толка, обратного смысла, toBytes, bytes or str, такой же аргумент. То есть эти методы, они будут использоваться клиентом в тех случаях, когда он хочет преобразовать некую переменную к строчке или к байтам. И не хочет разбираться, что там на самом деле, какова репрезентация, он вызывает этот метод и получает то, что хочет. И здесь то же самое происходит. If is instance. Вот это все. Единственное, что мы здесь проверяем, что если это у нас строчечка, то тогда мы ничего не делаем. А в противном случае мы кодируем в байты с помощью метода encode, с помощью UTF-8. Так, исполним код. Ну и воспользуемся. Print strConverter .toStr и передаем тут, ну скажем, 41. Это у нас символ А большой. Ну и можем вызвать strConverter, скажем, toStr также. Если мы просто А передаем, получим в обоих случаях А. Да, то есть это универсальный метод. Если мы не знаем, чего у нас переменной, байты или строчка, все равно toStr вызываем, если нам нужна строчка, и получаем, собственно, строчку. Ну и аналогично можем воспользоваться методом toBytes. Да, собственно, можно вот это вот все скопировать. Единственное, что мы здесь вызываем toBytes и справедливо совершенно получаем... так. Да, и получаем это совершенно несправедливо. На самом деле я здесь просто перепутал. Конечно же, вот здесь не надо было трогать. Надо было просто encode сделать. Это я просто перепутал. Да, если это строка, а нам нужно байты получить, то тогда мы вызываем encode. В противном случае ничего делать не надо. Вот теперь мы в обоих случаях получаем репрезентацию в байтах. Неважно, что это изначально, байты или строчка. То есть, если статический метод не возвращает инстанцию класса, то, в принципе, можно воспользоваться декоратором static метод, который не обременен банально лишним аргументом, который идет первым. Да? То есть, статические методы никак не завязаны на класс, могут вызываться через имя класса, и обычно это методы конвертации. Также можно привести какой-нибудь пример типа того, что это схожие по смыслу методы, например, какие-то совершающие какие-то математические операции, но не требующие состояния. То есть класс не требует состояния. Да, например, у нас может быть какой-нибудь пакет типа математика, да, math, а в нем набор методов там, тригонометрических или модуль тригонометрия, да, а в нем 20 методов тригонометрических, которые там синусы, косинусы конвертируют. Такому классу не нужно состояние. Мы не можем, даже глупо подумать о том, что мы можем создать класс с именем тригонометрия, да, например. Да, достаточно логично звучит то, что у него будет набор статических методов, которые занимаются конвертированием. Вот пример того, как использовать статические методы, того, как и когда использовать статические методы, и какая разница между static метод декоратором и класс метод декоратором. Ну, начнем с практического примера. Я создам класс, который назову shape, то есть фигура. И этот класс будет определять у нас конструктор init. Просто будет здесь выводить shape created.
и будет иметь несколько методов. Например, def draw, то есть позволяет отрисовать себя. Ну, здесь вместо реальной реализации, типа там отрисовки какой-то, мы будем просто что-то выводить. Drawing a shape, например. Еще один метод area, подсчет площади. Будет выводить calc area. И еще один, например, периметр. Self print calc периметр. Можем создать экземпляр такого класса. Shape равно shape. И будет выведено shape created, поскольку конструктор отработал. Так вот, чтобы унаследоваться от класса, нужно вот в эти самые скобочки передать имя базового класса. То есть я могу создать, например, какую-нибудь более конкретную форму, например, прямоугольник, rectangle, класс rectangle, и унаследовать его от shape. Так вот, чтобы унаследовать, мы здесь пишем shape. Вот так вот, такой вот синтаксис. И определяя конструктор, мы можем добавить свои параметры здесь, width и height, поскольку прямоугольник без длины и ширины существовать не может. И первым делом в конструкторе класса, который что-то наследует, нам надо вызвать конструктор базового и передать себя, self. Ну, а здесь я создам атрибуты. Width присвоим то, что нам было передано. Как-то так. И выведу что-то типа rectangle created. Отлично. Что такое, по сути, унаследовать этот класс? Это означает, что внутри этого класса мы имеем доступ к членам вот этого класса. Например, к этим методам. То есть внутри этого класса мы можем использовать тот функционал, который был наработан в базовом классе. Это делается для, собственно, переиспользования кода. И также для использования полиморфизма, о котором мы сейчас поговорим. Несмотря на то, что Rectangle может напрямую использовать, то есть вот этими функциями пользоваться плодами того, что было реализовано в классе Shape, класс Rectangle также и может переопределять реализацию этих методов. Ну, посмотрим. Обо всем постепенно. Чтобы создать Rectangle, мы не можем не передать аргументов. Мы обязаны что-то передать, поскольку width и height требуются. Так что, если мы передаем, например, 10, 15, то видим shape created, rectangle created. То есть, когда мы создаем rectangle, сначала мы идем в базовый класс, в базовый конструктор базового класса, он отрабатывает, а затем отрабатывает все остальное. Окей. Как я уже сказал, в классе наследники доступны члены базового класса. Например, после print я могу сделать вызов метода периметр. Для этого я обращусь к shape и вызову area, передав self. И, как видите, поскольку мы наследуемся от shape, мы можем пользоваться, собственно, плодами базового класса. И, как я говорил, мы можем не только пользоваться исходными плодами, так сказать, базового класса, но можем и переопределить все те методы, которые определяет базовый класс. В общем, нам ничто не мешает переопределить поведение методов типа area, периметр и draw. Давайте это сделаем. Для этого объявим свои методы. Area. Да, здесь можем сделать реальную реализацию. Return self width умножить на self height. Def периметр. Return
2 умножить на self width плюс self height. Ну и можем переопределить draw. Но в draw у нас будет реализация такая номинальная. Тоже с принтом. Print. Drawing rectangle. With width. And height. Так что теперь после переопределения мы можем вызвать, например, area. Да, нужно сделать вот так вот. Просто не исполнил этот кусок кода. И получаем действительное перемножение 10 на 15. Да? А вот если мы закомментируем это, то вызов будет работать по-прежнему. Однако результат будет совсем другой. То есть при вызове этого метода, если он не переопределен, мы пойдем в базовый класс и возьмем реализацию оттуда. Вот как работает наследование и переопределение. Отлично. Ну, как вы понимаете, с периметром все то же самое. И с методом draw тоже. Да, тут надо передать результаты в метод print. Ну да, draw не надо передавать, поскольку он ничего не возвращает. В общем, периметр возвращает 50. Ну и draw говорит drawing rectangle. Не говорит drawing a shape. Так что действительно мы все переопределили. Ну и давайте создадим еще один класс, который будет переопределять, точнее не переопределять, а наследовать класс shape. Я назову его triangle, то есть треугольник. И он будет использовать библиотеку math. Наследуется от shape. Определяет конструктор. Берет длины 3 сторон, без них он не может быть инициализирован. Теперь я переопределю метод draw. Он будет у нас номинальный, просто выводить drawing triangle with sides. Self A. Да, здесь забыл F дописать. Self A. Переопределю также переопределю также метод area. Area буду высчитывать по формуле, зная стороны треугольника, их длины. Self A плюс self B плюс self C делить на 2. И возвращаю корень квадратный из вот такого выражения. S умножить на S, то, что мы только что рассчитали. S минус self A умножить на S минус self B умножить на S минус self C. Именно. И переопределю метод периметр. Периметр считается просто. Self A плюс self B плюс self C. Отлично, мы реализовали класс Triangle. Можем его создать, экземплярчик. Triangle, передать, скажем, 10, 10, 10. Видим shape created, triangle created. Отлично. Давайте вызовем triangle draw. И результаты вызова area и периметр. И видим drawing triangle with sides 10, 10, 10. Видим площадь и периметр. Все верно. А вот что такое полиморфизм.
Все эти методы, они имеют, все эти классы, triangle, shape и rectangle, имеют методы с одинаковыми названиями. Python достаточно этого для использования, для притворения в жизнь такой концепции, как полиморфизм. Это называется duck-typing в случае Python. Вот, то есть, если что-то крякает как утка, плавает как утка, то мы называем это уткой. Так вот, если Python видит, что в данном случае triangle, да, имеет методы draw, area, периметр, значит это shape, условно, да? Поэтому мы можем вот что сделать. Несмотря на то, что это разные типы, triangle, shape и так далее, мы можем сделать что? У нас сейчас есть два экземпляра разных типов, rectangle и triangle. Так вот, мы можем сделать следующее. For shape in и пройтись по листу, который состоит из разных типов. Rect и triangle в данном случае. Rect типа rectangle, triangle типа triangle. И нам не важно то, что там могут быть различные типы. Главное, чтобы они реализовывали определенный метод. В данном случае мы вызываем draw, но мы могли бы любой другой метод вызвать, типа area, например. Если все они реализуют этот метод, то все закончится благополучно. Вот так вот. То есть мы в цикле прошлись по экземплярам разных типов, вызвали draw, и как ни в чем не бывало, все работает нормально. Так работает полиморфизм в Python. Даже если бы они не наследовались от shape, то все равно все бы работало. Ну, я не буду убирать, просто поверьте мне, что если два класса имеют методы с одинаковым названием и одинаковыми аргументами, то мы можем вот таким вот образом использовать концепцию полиморфизма. То есть здесь как бы тип морфирует между разными типами, однако мы спокойненько вызываем метод draw. Нам не нужно, как в случае других объектно-ориентированных языков типа C# или Java, что-то куда-то кастовать. На самом деле, в случае таких языков, как C# или Java, мы могли бы здесь прописать тип shape, базовый их тип, и все бы работало точно так же, как и здесь. Вот. Но факт в том, что для использования полиморфизма в Python никакое наследование в принципе не требуется. Главное, чтобы методы назывались одним и тем же именем и имели ту же самую сигнатуру. Вот и все. Иногда мы хотим дать возможность переиспользовать то, что было реализовано в базовом классе, но не давать возможность создавать сам базовый класс. Ну или точнее, не давать возможность им пользоваться. Для этого мы можем симулировать подобие абстрактного класса с помощью вызова исключений из методов. То есть дать его инициализировать, но во всех методах остальных прописать raise not implemented error can't instantiate an abstract class. И то же самое сделать во всех остальных методах. И таким образом, по сути дела, просто, может быть, кроме этих методов еще есть другие методы, и вот их наследники будут переиспользовать. А вот эти методы наследники будут обязаны переопределить, потому что при их вызове будут возникать ошибки. Будут выбрасываться исключения. Соответственно, теперь, если мы вызовем draw здесь, то получим ошибку. То есть пользоваться этим классом теперь невозможно. Смысл есть в том, чтобы его наследовать и переопределять эти методы и пользоваться теми методами, здесь их просто нету, но пользоваться теми методами, которые определены без возбуждения ошибки. Есть еще один способ создания абстрактных классов с помощью модуля ABC. ABC, потому что ABC — это Abstract Base Class, и специальных декораторов, про которые я уже упоминал. Но мы посмотрим на эти возможности в секции, посвященной продвинутым возможностям языковым. Ну а на этом базовая информация, касаемая наследования и полиморфизма, себя практически исчерпала. Повторюсь, базовые нюансы всегда есть, но поскольку это курс для все-таки начинающих программистов, мы не будем вдаваться
во все тонкости. Этого достаточно для того, чтобы понимать, как строить иерархии наследования и переопределять базовые методы и пользоваться полиморфизмом. Вот в таком вот виде. Ну, чем отличается множественное наследование от обычного наследования? Да, собственно, все просто. Множественное наследование – это, по сути, тогда, когда класс имеет не одного родителя, а двух и более. То есть наследует более одного класса. У этой концепции множественного наследования есть свои плюсы и минусы. И на самом деле достаточно большое количество объектно-ориентированных языков не поддерживает множественное наследование. Ну, там на самом деле по-разному бывает. C++, например, поддерживает, C# не поддерживает и так далее. Разберемся с плюсами и минусами. Ну, с плюсами, в принципе, более-менее все понятно, потому что множественное наследование, позволяет наследовать более одного класса, а значит, плюс заключается в том, что эта концепция дает гибкость в проектировании классов и отношений между ними. Однако есть также и негативные последствия. Поэтому, собственно, в каких-то языках программирования реализовано множественное наследование, а в каких-то, вообще говоря, полностью отказались. И там используются дополнительные концепции, такие как интерфейсы, например, в C#. Вот с негативными последствиями нам предстоит и разобраться. Я считаю, что на самом деле, пожалуй, что с негативными последствиями множественного наследования надо разбираться в первую очередь. То есть это, пожалуй, даже более важно, чем та гибкость, которую это самое множественное наследование дает. Хотя надо сказать, что в следующей лекции мы поговорим про то, как использовать множественное наследование в правильном ключе. Вот давайте посмотрим на пример. Начнем с чего-то простого. Вообще говоря, проблем с множественным наследованием, когда никакие атрибуты и методы не шарятся, не разделяются между родителями и наследниками, вроде бы и нету. Да? Ну вот пример, да, мы делаем класс animal, у него вот есть печальный метод die, внутри у нас будет print bye-bye, и установим health в 0. И также создадим класс carnivore, хищник, у которого будет метод hunt, то есть охотиться. Здесь просто будет у нас вывод, где напечатаем eating, и атрибут satiety, типа насыщенность, поставим 100. И самым верхним классом в иерархии у нас будет dog, который наследует сразу animal и carnivore. Можете увидеть, что множественное наследование прописывается синтаксически таким образом, что мы просто через запятую в скобках перечисляем базовые классы. Ну а собака у нас умеет гавкать, поэтому мы выведем в методе bark что-то типа woof. И, в принципе, здесь поведение совершенно ожидаемое, никаких проблем у нас здесь нет. И если мы создадим экземпляр dog, а затем погавкаем, поохотимся и, скажем так, отдадим концы, то результат будет ожидаемый. Woof-woof, eating и bye-bye. То есть, вот никаких действительно проблем с множественным наследованием здесь нет, потому что никакие атрибуты и методы не шарятся, не разделяются. Они все названы по-разному. Но давайте продвигаться в сторону проблем, потому что проблемы все-таки существуют. Давайте попробуем создать так называемый Deadly Diamond of Death, то есть смертельный ромб. Для этого создадим animal, в нем определим метод setHealth, который будет просто, не будет ничего устанавливать, будем здесь просто print делать, print setInAnimal. Потом создадим класс хищника, и, внимание, мы его в данном случае унаследуем от animal. До этого carnivore ни от кого не наследовался. Carnivore наследуется от animal, и при этом также имеет метод setHealth. Вообще-то ему никто не может запретить. И наследники с базовыми классами часто имеют одни и те же методы, да? С тем же наименованием. Они их как бы перегружают. Вот. И здесь мы делаем, выводим setInCarnivore.
все нормально. И заводим класс mammal, который также наследуем от animal. То есть у нас два класса наследуются от animal. И он также определяет метод setHealth, в котором мы просто выводим setInMammal. А вот в конце мы определяем наш класс dog, но наследуем его уже от mammal и carnivore в той ситуации, что mammal и carnivore сами наследуются от animal. Ну и ничего тут не реализуем пока. На самом деле мы здесь получили вот этот самый смертельный ромб. Почему? Если вы представите себе диаграмму animal и пририсуете линии наследования, да, то увидите, что carnivore и mammal, от них идут линии к animal, а от dog идут линеечки к mammal и carnivore. И вы получите, собственно, ромб. Ну, давайте на самом деле откроем Paint и порисуем там. Я вам покажу, почему ромб все-таки появляется. Расширю Paint. И... да, просто текстом сделаю. Не буду тут изощряться. Animal есть. На следующем уровне у нас есть Carnivore и Mammal. Вот Carnivore, Mammal. И в самом низу у нас Dog. И пририсуем стрелочки, да. Ну, какие-нибудь линии просто. Вот как у нас наследование происходит. Вот можете заметить, что у нас появился ромб. Это и есть ромб смерти, The Deadly Diamond of Death. Почему же он такой deadly? Давайте продвигаться в сторону того, какие проблемы в себе несет этот Deadly Diamond of Death. Ну, для начала попробуем просто создать экземпляр dog и вызвать setHealth на этом экземпляре, передав туда какое-нибудь фиктивное значение. Исполним. И получили setInMammal. А как он выбрал этот самый mammal? Почему именно из mammal вывод, а не из carnivore? Ведь методы одинаковые. Но на самом деле здесь играет роль именно порядок наследования. Мы наследуем mammal и carnivore, а если мы изменим порядок с mammal carnivore на carnivore mammal, то получим в результате вывод carnivore. Таким вот образом Python определяет порядок наследования и то, как разрешить вызов этого метода. И казалось бы, ну что, все, проблем нету, Python все разрешает, порядок наследования. Все как бы расходимся, что проблем никаких нет. Но на самом деле все не так просто. Что мы будем делать, если dog также определяет метод setHealth, но хочет при этом вызвать код из базовых классов? Это очень частая ситуация, когда наследники сначала хотят вызвать реализацию базового класса, а потом в конце что-то добавить свое. Это абсолютно нормально. Давайте я скопирую часть кода Animal, Carnivore и Mammal и переопределю dog. Класс dog у нас, который будет наследовать Mammal, Carnivore. Все тот же Deadly Diamond of Death. Но при этом мы сначала хотим в setHealth вызвать базовую реализацию Mammal, Carnivore, Animal и уже добавить свою setInDog. Для этого мы делаем вот так вот Mammal, setHealth, Carnivore, setHealth и затем сделаем Animal, setHealth. А в конце выведем setInDog. Ну, теперь можем воспользоваться нашей новой иерархией, нашей новой реализацией, создать экземпляр dog и вызвать setHealth. Передав какое-нибудь фиктивное значение. И мы получаем setInMammal, setInCarnivore, Animal и Dog. Ну, почему так получается? Потому что сначала у нас идет вызов Mammal, setHealth, затем Carnivore setHealth, Animal setHealth и setInDog. И казалось бы, все логично вообще-то. Но, вообще говоря, любой из классов такой иерархии также может нуждаться в вызове реализации базового класса. Тогда что делать, если каждый из классов в иерархии хочет вызвать метод из родительского? Ну, дело в том, что это логично, ведь клиентский код может создать не только dog, а mammal, например, или carnivore, и они
хотят также инициализировать mammal. Ну, это мы сейчас продвигаемся в сторону проблем. Просто мы по чуть-чуть накручиваем требования, так сказать. И они абсолютно нормальные требования, мы обычно так и проектируем классы. И тут вроде бы все просто. Ну, что для этого нужно сделать? Я все это дело скопирую и перепишу таким образом, чтобы Carnivore также инициализировал mammal, Carnivore инициализировал бы animal, и mammal бы инициализировал бы animal. Для этого мы просто эту строчечку здесь копируем, точнее вырезаем, вставляем, и эта строчечка также будет в mammal. А эта строчка в dog нам больше не нужна, потому что, ну, базовые классы dog сами вызывают реализацию базового класса animal. Окей. Больше нам тут вроде ничего делать не надо. Соответственно, мы можем создать инстанцию dog и вызвать наш любимый setHealth. Да, надо передать туда что-нибудь. Так, и что мы получаем? setInAnimal, setInMammal, setInAnimal, снова setInCarnivore, setInDog. А вот тут уже, похоже, есть какая-то проблема. Почему так получается? Когда мы вызываем mammal setHealth, мы переходим в mammal setHealth, который в свою очередь вызывает animal setHealth, соответственно, setInAnimal, возвращаемся, setInMammal, дальше Carnivore setHealth, заходим в Carnivore, он вызывает animal, опять setInAnimal, возвращаемся setInCarnivore, да, и уже дальше setInDog. Казалось бы, логично, но не совсем. Ведь если создан класс верхнего уровня и вызван метод на нем, мы, как правило, вообще-то не хотели бы инициализировать самого глубокого родителя дважды. Это весьма опасно с точки зрения багов, и, вообще говоря, не так уж логично, как кажется с первого взгляда, зачем нам инициализировать самый базовый класс дважды. И эта проблема, начиная с Python 3, она решается с помощью функции super, которая дает нам гарантии последовательности вызовов. То есть вот здесь вот мы вместо того, чтобы вызывать наши классы, вызываем super и setHealth. Вот таким вот образом. И то же самое нам надо сделать в mammal и carnivore, поскольку абсолютно все базовые классы должны инициализироваться именно посредством используя функции super, начиная с Python 3. Вот таким вот образом. И теперь, если мы это дело исполняем, то получаем setInAnimal, Carnivore, Mammal, Dog. То есть проблема исчезла двойной инициализации базового класса. Вообще говоря, как правило, мы используем такой прием внутри dunder init, внутри конструкторов. Ну, потому что зачастую класс-наследник, он зависит от базового класса и опирается на какие-то его методы, и прежде чем использовать функционал базового класса, наследник хотел бы его проинициализировать. Поэтому вот этот супер вы зачастую будете прописывать именно при инициализации конструктора базового класса. И вообще то, что мы здесь исследовали, сейчас называется MRO, или Method Resolution Order. То есть это механизм, который определяет то, каким образом должна разрешаться последовательность вызовов методов. И начиная с Python 3 мы полагаемся на функцию super, которая точно нам гарантирует последовательность вызовов, а именно снизу вверх, слева направо. И действительно вы можете видеть здесь, что первым до конца отрабатывает конструктор самого глубокого класса, а последним самого верхнего. Слева направо, потому что учитывается порядок наследования, о котором мы говорили, в скобках, который прописывается. И если мы изменим наследование с mammal carnivore на carnivore mammal, то получим соответствующие изменения в выводе. Вообще говоря, если есть необходимость инициализировать базовый класс, а зачастую мы просто обязаны это делать, чтобы не поломать код, всегда используйте именно функцию super. Ну, действительно, вот ближайший пример. Есть у нас animal, есть наш самый dunder init, который инициализирует атрибут health. Записываем туда 100. Есть у нас метод hit, который позволяет ударить, врезать по животному. И мы тут вычитаем damage из health. И есть наследник-хищник, который наследуется от animal, также определяя dunder init.
Вот, и предположим, мы здесь не вызываем конструктор базового класса, а просто делаем 4 ноги хищнику. Затем мы создаем экземпляр carnivore, вызываем метод hit и распечатываем здоровье. Сколько там осталось? Смотрим. Ой, так, почему-то отработало. А, все, вижу. Дело в том, что в carnivore у нас init не dunder, у нас там синтаксическая ошибка, нам нужно dunder метод init вот здесь вот. Вот. А теперь будет работать неправильно, да. Мы получаем ошибку, которая говорит, что carnivore не определяет атрибут health. И действительно, это потому, что мы не вызвали конструктор базового класса, который мы должны вызвать с помощью функции super, как мы теперь знаем. Проверим. Да, и вот теперь работает. Ну, казалось бы, ну что ж, все, есть MRO, есть super, который определяет этот самый метод resolution order. И теперь мы в шоколаде и знаем последовательность вызовов. Так в чем же проблема? Все нормально с multiple inheritance. Мы же разрешили the deadly diamond of death. Однако все-таки не все так просто. И классическое множественное наследование, когда наследуются именно базовые классы, определяющие всякие атрибуты, они имеют там состояние, эти классы, всякие сложные методы, оно практически не используется и считается bad practice, потому что, несмотря на то, что у нас есть метод resolution order, все это очень сложно читается, сложно воспринимается человеком и подвержено забагованности. Поэтому реально, как правило, множественное наследование вот в таком вот стиле не используется, а используется в качестве миксинов, так называемых, примесей. И вот об этих примесях мы поговорим уже отдельно в лекции. То есть эти миксины, они синтаксически никак не отличаются от множественного наследования, но отличаются семантически, то есть по смыслу. Мы, говоря о миксинах, определяем то, каким образом базовые классы должны выглядеть, которые можно примешивать. То есть один у нас есть основной базовый, а остальные могут быть миксинами. И самое главное в миксинах – это то, что они не создаются как базовый класс, предназначенный для конкретной иерархии. То есть их можно примешивать в любой класс. Например, создадим класс машина, vehicle. Есть у нас здесь dunder init, self, position, инициализируем position, равно position, определяет метод travel, передается сюда место назначения, мы строим маршрут, calculate route, source равно self position, to равно destination. Как-то так. И move along. По маршруту двигаемся. Тут какой-то фиктивный calculate route. Self source to return 0 и move along. Self route, который выводит moving. Двигаемся. И есть у нас в иерархии, предположим, автомобиль, который наследуется от vehicle. Ничего тут не реализуем. И, предположим, класс airplane, который также наследуется от vehicle. И также ничего не реализуем. Теперь вопрос. Как подключить функционал радио к машине, именно к car, таким образом, чтобы не добавлять его к самолету? Для этого можно использовать миксин. Как мы можем сделать такой миксин? Radio mixin. У него будет dunder init, который создает радио, которое мы сейчас напишем.
turn on, self, station, метод включения некий. Мы на этом радио вызываем set station, передаем туда station, и на радио вызываем play. Ну и нам нужен класс радио, конечно же. Класс radio. Def у него есть set station. Station. Присваиваем, инициализируем, да? Таким вот образом. И play. Ну, play будет что-нибудь выводить просто нам. Типа playing. Играем такую-то станцию. Отлично. И теперь мы можем определить наш car, класс car, унаследовав его от vehicle и radio mixina. А в dunder init. Бум. Можем сказать vehicle. В данном случае не лучшим образом спроектировано это дело. Нам тут не получится супер использовать. Это то, о чем я говорил. Кстати говоря, супер не спасает от множественного наследования. И даже при применении миксинов такое иногда встречается. Radio mixin. Init. Self. Но в данном случае у нас нет Deadly Diamond of Death, поэтому нам не так страшно. Вот таким образом мы перемешали радио, и теперь можем им наслаждаться в машине. Car, turn on, Moscow FM. Playing Moscow FM. Работает. Отлично. Или, например, хороший пример из книги Effective Python. 59 Specific Ways to Write Better Python. Не знаю, переведен он на русский или нет. То есть эффективный Python. 59 способов писать на Python типа лучше. Ну, просто с кондачка сейчас перевел. Не самый лучший перевод, скорее всего. Локализация получилась. Я скопирую здесь кусок. Не буду его переписывать. Вот он, наш mixin, называется toDict, который определяет метод toDict. Это основной метод, который спускается вызывает traverse_dict. Что мы здесь делаем? Мы раскладываем состояние объектов в словарь. А поскольку объекты бывают сложные и состоят также из сложных объектов, то есть объекты содержат объекты, мы здесь делаем это все рекурсивно в методе traverse. Кстати говоря, используем здесь так называемую интроспекцию. Тут проверяем, что если value является toDict mixin, инстанцией toDict mixin, то рекурсивно вызываем toDict. Если это инстанция дикта, то вызываем traverse_dict и так далее и тому подобное. Вот это называется интроспекцией. То есть мы проверяем на принадлежность типам, да, здесь аргументы, и вызываем соответствующие методы рекурсивно. И вот, имея такой mixin, мы можем его подмешивать куда угодно. Например, у нас есть класс binary tree. Можем к нему подмешать toDict mixin. И этот binary tree, он определяет dunder метод init. Есть у нас значение, есть left, есть right. Ну, если вы не знаете, что такое бинарное дерево, тут надо будет прогуглить. Это одна из фундаментальных структур данных в программировании. Вот. Это такое, по сути дела, рекурсивная структура данных, по которой обычно проходятся рекурсии. Left равно left и right равно right. То есть смысл в том, что ноды этого binary tree, узлы, могут содержать binary tree, опять же.
binary tree содержит binary tree. И вот с помощью toDict мы можем вполне себе преобразовывать такие вот экземпляры. Значение 10, left binary tree, left binary tree 7, right binary tree. Опять же, по сути, рекурсивно строим, да? При этом right здесь binary tree 13 значение, а слева нода опять же binary tree. Вот как-то так. Это не очень глубокое дерево, надо сказать, бинарное. И мы обращаемся к toDict. toDict. Что получаем в результате? А в результате мы получаем раскладку в дикшенере, рекурсивную. Вообще говоря, хорошо то, что поведение миксинов может быть и переопределено. Ничто не мешает, если несколько классов наследуют один и тот же миксин, да, как бы тому, что они могут быть использованы полиморфно, и в каком-то случае будет вызвана реализация примешанного функционала по умолчанию, вот как здесь, а в каком-то переопределенная и наследником. Вообще говоря, миксины, применяющиеся совершенно к различным классам, здесь вот toDict, есть toJSON, есть разные примеры таких миксинов, которые можно примешать по требованию к любому классу и, собственно, наслаждаться дарами той реализации, которую предоставляет миксин, совершенно не думая о проблемах со всякими Deadly Diamond of Death, как правило. Потому что, как правило, на самом деле миксины не содержат, для начала, как бы не содержат атрибутов и методов с теми же наименованиями, которые содержатся в классах, в иерархии классов, к которым они примешиваются. Это раз. Ну и во-вторых, сами по себе миксины, несмотря на то, что это множественное наследие, не подразумевают, что мы вообще строим именно Deadly Diamond of Death. То есть не подразумевается, что это способствует каким-либо образом построению именно ромба. Вот. Поэтому, как правило, все-таки мы пользуемся множественным наследованием, именно используя миксины. Но миксины мы можем примешивать и к какой-то иерархии классов. Просто мы не выстраиваем иерархии классов таким образом, чтобы возникали именно ромбы. Таким образом, Python разрешает множественное наследование, но относиться следует к множественному наследованию с осторожностью. Использовать классическое наследование можно, но ни в коем случае не нужно создавать ромбы. Ну и, конечно же, в любом количестве можно примешивать миксины, которые совершенно ничем не мешают ни наследникам, ни их базовым классам. Мы использовали, собственно, обычный класс, и для того, чтобы запретить вызов методов в таком классе, мы возбуждали ошибки с помощью ключевого слова raise. В Python есть другая возможность объявлять абстрактные классы. Этот способ несколько более красивый и продвинутый и опирается на специальный модуль и декоратор, которые предназначены для того, чтобы определять абстрактные классы. Этот модуль называется ABC, что означает Abstract Base Class. И чтобы им воспользоваться, нам нужно импортировать из ABC тип ABC, а также нам нужно импортировать декоратор Abstract Method. Давайте определим все тот же класс Shape, но в этот раз мы унаследуем его от ABC. Вот так вот. Определим конструктор. Чтобы сделать этот класс абстрактным, нам нужно вызвать конструктор базового класса, то есть ABC. В прошлый раз я демонстрировал вызов через имя класса, от которого мы наследуемся, но мы можем также воспользоваться словом super. И это обращение к родителю. Через super и вызов init мы можем проинициализировать базовый класс. Так вот, чтобы объявить методы абстрактными, мы можем объявить методы, все те же, например, draw. Давайте объявим draw.
Так вот, чтобы объявить его абстрактным, мы можем навесить декоратор abstract метод. Вот таким вот образом. Все просто. Abstract метод def area self pass и еще один abstract метод def периметр. Вообще говоря, абстрактный метод может иметь реализацию. Мы не обязаны писать внутри pass. То есть, например, мы можем написать какую-то реализацию, например, print calc периметр. И вы убедитесь в том, что это будет работать, и что мы сможем из класса наследника shape вызывать этот метод и получать эту реализацию. То есть некоторую базовую реализацию в абстрактных методах абстрактный класс может задавать. Также абстрактный класс, который наследуется от ABC, не обязан делать все методы абстрактными, то есть такими, которые наследник будет обязан переопределить. Не обязан иметь только такие методы. То есть, например, мы можем определить метод drag, да, перенести, и не делать его абстрактным. То есть переопределять его наследники будут не обязаны, а они смогут просто воспользоваться этим функционалом. Basic dragging functionality. Окей. В прошлый раз мы не возбуждали ошибку из конструктора, когда создавали абстрактный класс. И таким образом мы могли создать инстанцию абстрактного класса. Вообще говоря, правильный абстрактный класс невозможно создать. Не только его методы вызвать невозможно, но и создать его инстанцию. В принципе, мы могли бы придерживаться все той же стратегии и на самом деле из конструктора возбуждать ошибку с помощью raise, просто проверяя аргумента self, чтобы все-таки давать возможность создавать подклассы, да, именно наследники абстрактного класса, но не давать инстанцировать сам абстрактный класс. Но, как я уже сказал, прописывание везде рейзов это в принципе возможно, но не так красиво, как использование специализированного модуля ABC. В данном случае мы не обязаны прописывать никакие рейзы, нигде возбуждать ошибки. Мы просто не сможем создать экземпляр shape. Мы получим type error с описанием can't instantiate abstract class shape with abstract methods area, draw and perimeter. То есть невозможно создать инстанцию абстрактного класса. Ну что ж, для дальнейшей демонстрации предлагаю создать класс triangle, который будет наследовать shape, наш абстрактный класс. Он также определит у себя конструктор. Он принимает ABC, длины сторон, инициализирует атрибуты ABC. Окей. И если мы наследуем абстрактный класс, то обязаны переопределить все абстрактные методы. Def draw, self, print, скажем, drawing triangle with sides, ну и такие-то длины сторон. Self A, self B, self C. Отлично. Так, я рано исполнил скрипт. Давайте переопределим еще метод area. Он у нас рассчитывается. Сначала мы рассчитываем S плюс self B плюс self C поделить на 2 и возвращаем площадь. Math sqrt. Да, нам нужно импортировать. Не буду лезть наверх. Нам надо импортировать math. Math sqrt. Здесь у нас s умножить s минус self.a
умножить s минус self b умножить s минус self c. И также периметр. Периметр у нас просто возвращает self a плюс self b плюс self c. Мы не обязаны переопределять метод drag, поскольку он не абстрактный. Однако для демонстрации того, что мы на самом деле всегда можем вызвать базовую функциональность, я его определю и скажу здесь super drag. А затем допечатаю что-нибудь. Additional actions. Какие-то дополнительные действия. Для того, чтобы продемонстрировать, что мы не можем создать инстанцию класса Triangle, который наследуется от абстрактного класса, не переопределяя абсолютно все абстрактные методы, я закомментирую, например, вот это переопределение. Периметр у нас абстрактный. Исполню этот кусочек скрипта. И теперь, если я попробую инстанцировать triangle, передаем, скажем, 10, 10, 10, я получу type error. Почему? Потому что нельзя прописывать класс, который наследуется от абстрактного класса, не переопределив все абстрактные методы, определенные в наследуемом абстрактном классе. Соответственно, если я верну реализацию и пересоздам, мы можем увидеть, что никаких ошибок нет. Соответственно, если я теперь спрошу периметр, получу ошибку, потому что тут небольшая опечатка. Еще раз. И все правильно. Также давайте посмотрим, что будет, если мы вызовем drag. А будет то, что мы получаем базовую функциональность через вызов super drag, а затем дополнительную функциональность. Вот таким вот образом вы можете красиво определять абстрактные классы и заставлять всех наследников переопределять абстрактные методы. При этом вы не ограничены тем, что вы, например, не можете здесь определить какую-то базовую функциональность везде, включая абстрактные методы. Вы имеете право определить базовую функциональность. Например, кстати говоря, вот, не только здесь, но и в случае абстрактного метода мы можем воспользоваться периметр. Вот здесь вот той же возможностью super периметр и получить базовую функциональность за бесплатно. То есть, если там есть переиспользуемая логика в абстрактном классе, вы можете ее предоставить, и уже все наследники смогут ей пользоваться. То есть, множество наследников, если имеется множество наследников, не будут обязаны перепрописывать эту логику каждый раз. Если она действительно для всех общая, вы можете определить ее в базовом абстрактном классе. Таким образом, в современном Python, если вы действительно хотите работать с абстрактным классом, я бы рекомендовал воспользоваться модулем ABC. Давайте посмотрим, например, на класс Point, который представляет из себя точку. Он имеет конструктор, который принимает x и y в качестве аргументов, сохраняет их в атрибутах. И init это, в принципе, один из Dunder методов, да, но он специализированный, предназначается для конструирования класса. Если мы вызовем print, точнее, создадим сначала point, p равно point, передадим, скажем, 3,4, а затем мы вызовем print, передав p, мы увидим вот такой вот вывод. А что, если мы хотим видеть какой-то более красивый и осмысленный вывод? Мы можем переопределить Dunder метод str, который определяет строковое представление экземпляра класса таким вот образом. И, например, что здесь делать? Возвращать x и y. Да? Ну, например, сделаем вот так. Будем возвращать строчку point x равно x, y равно y.
Мы здесь забыли дописать self. И таким образом теперь print возвращает то, что возвращает нам str. Дело в том, что print, по сути дела, внутри смотрит на то, что возвращает str. Вот. То есть, пока str не был переопределен, вот этот dunder метод, вывод был совсем другой. Давайте определим, например, класс road, дорога. У него есть конструктор, который принимает длину дороги, length, протяженность. Length равно length. Создаем атрибут. И можем переопределить такие dunder методы, как len, например. Возвращать здесь, скажем, length. Переопределим уже то, что мы переопределяли. str. Строковая репрезентация. Return. Erode of length. Такой-то. И, например, del можем переопределить. Print the rod has been destroyed. Ну, это номинальная реализация, но тем не менее. Теперь можем создать экземпляр rod и воспользоваться такими функциями, как len. Теперь len будет возвращать 100. А если бы это у нас было закомментировано, то len возвращал бы ошибку, потому что не знает, что делать с этим len. Ну и, соответственно, print возвращает ту строчку, которая должна возвращаться, и road of length такая-то. Ну и del r возвращает the road has been destroyed. Вот таким вот образом, если вам нужно переопределить, чаще всего вы будете переопределять str, на самом деле. Если вы хотите переопределить поведение определенных функций, то вы можете переопределить их с помощью такого синтаксиса. На самом деле, использовать стандартный синтаксис с двумя подчеркиваниями, с которым мы на самом деле уже знакомы и видели его многократно. В общем, это так называемые dunder или magic методы. Они не исчерпываются функциями len, str и del. Их больше, и можете более подробно посмотреть в документации. Но, как я уже сказал, самое основное, это вы будете переопределять, наверное, str. Чаще всего. Однако существует огромное количество задач, фактически, с нашей точки зрения, с человеческой, бесконечное количество задач. И под все эти задачи библиотеки, разумеется, не встраивают в Python. То есть встроенные в дистрибутивы Python разные, да, там Anaconda и так далее, все-таки количество библиотек, встроенных в различные дистрибутивы, оно так или иначе ограничено. Если вы хотите поискать библиотеку вне встроенного пакета, который идет out of the box из вашего дистрибутива, хотите поискать какой-то пакет, который решает определенную задачу, то для этого можно воспользоваться открытым репозиторием библиотек или пакетов, который называется PyPy. И существует также pip инсталлятор, который позволяет устанавливать любую библиотеку или пакет из этого PyPy, из этого открытого репозитория библиотек. Все, что вам нужно, это знать наименование пакета, чтобы его проинсталлировать. Давайте посмотрим, как это сделать. Поискать пакеты вы можете на сайте pypy.org. Здесь можете как напрямую пробить какое-либо наименование или описание пакета. Через него будет происходить поиск. Или можете пройти в Browse Projects и использовать здесь фильтры, ну и так далее. Короче говоря, все проекты, проекты или пакеты, которые вы найдете на PyPy, вы можете установить с помощью pip. Я, например, хочу установить пакет, который называется ProgressBar, который позволяет пускать текстовый ProgressBar в командной строке. Для этого я выполню команду pip install ProgressBar. И можете видеть, что происходит загрузка данного пакета.
и пакет успешно установился. Воспользуемся нашим новым пакетом ProgressBar и заимпортируем тип ProgressBar из пакета. Заимпортируем также тип Time для эмуляции работы. Создадим бар, ProgressBar я имею в виду. Зададим ему максимальное значение Maxwell 10. Вызовем метод start. Метод start необходимо вызвать для того, чтобы обновлять значение ProgressBar. И запустим цикл от 1 до 10. 11 не включается. И здесь будем, соответственно, вызывать update. Будем эмулировать работу с помощью метода sleep, то есть спать 1 секунду на каждой итерации. Ну и в конце вызовем бар finish. Отлично. Сохраним этот код. И вы можете видеть исполнение 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Это заполнение на 100% было разбито на 10 итераций. И, в общем, вот таким вот образом с помощью инсталлятора pip мы можем инсталлировать любой пакет, а затем его использовать так, как используем любой пакет, все как обычно. По большому счету, это вся разница. То есть пакеты существуют для того, чтобы логически объединять модули. В этом их цель. Ну, модули, само собой, мы создаем простым способом. Мы создаем файл с расширением py и пишем там код. И получаем модуль. Пакеты получаются в Python немножко по-другому. Для этого нужно создавать там специальные дополнительные файлы и так далее. Но в общем и целом пакет это не прямо дословно, но тем не менее можно понимать пакет как структуру каталогов, в которой разбросаны модули. Да? Ну, таким образом мы получаем объединенные логикой модули. У всех этих модулей в определенном пакете есть корневой каталог, в котором они все находятся так или иначе. С подпапками, там, без подпапок и так далее. Ну, давайте посмотрим на разницу между этими двумя понятиями. На самом деле с пакетами мы уже очень много работали. Например, откроем вот FizzBuzz, откроем FizzBuzz Tests. Можно здесь видеть, что вот они лежат в одном каталоге, эти два файлика. Это два модуля, да, будем считать. FizzBuzz в корне имеет функцию getReply, а FizzBuzz Tests импортирует модуль FizzBuzz с помощью строчки import FizzBuzz. А затем по ходу текста, по коду, мы можем видеть, что с помощью FizzBuzz мы обращаемся к тому модулю и через точку обращаемся к getReply. Еще не стоит забывать, что мы на самом деле, имея под рукой модуль, можем импортировать конкретные функции. С помощью записи from дальше идет пакет from FizzBuzz import, и уже импорт конкретно что? getReply. И вот тогда в такой нотации мы можем избавляться от записи вот такой FizzBuzz точка. Мы можем просто напрямую вызывать getReply без написания FizzBuzz. Сложно сказать, когда лучше делать from модуль импорт члена API, а когда делать импорт целикового модуля. В общем и целом, в чем смысл? В чем разница? И чем может быть вредно импортирование конкретных функций? Тем, что это может снижать читабельность кода, поскольку непонятно, что за getReply, где он находится. Если текст достаточно большой, мы смотрим getReply. Непонятно, откуда он, из какого он модуля пришел. Если речь идет про очень распространенные модули типа коллекций, которые мы используем каждый день, то можно импортировать типы напрямую. То есть from collections import там name tuple, условно. На мой взгляд, это допустимо. А когда речь идет о всяких третьесторонних сборках, особенно кастомных, которые нами написаны и никому не известны, ну, условно никому, и коллега будет ими пользоваться, то, возможно, коллеге лучше будет
чтобы и другие коллеги могли понять этот код, чтобы он был более читабелен, использовать вот такой синтаксис, просто импорт модуля, а затем уже с прописыванием модуля обращение к функциям. И второе, чем это может быть плохо, это то, что прямое импортирование членов API может приводить к коллизиям именования. То есть с большей долей вероятности мы можем столкнуться с тем, что у нас будут импортированы API-члены с одинаковыми именами. То есть будет коллизия в текущем пространстве имен. На мой взгляд, это не так часто, но если мы будем импортировать таким способом, условно, все члены API, то с немалой вероятностью это приведет к проблемам. Поэтому я бы дал такую рекомендацию, что в общем и целом лучше импортировать, особенно если мы работаем там со своими сборками, делать импорт модуля целиком, а затем работать уже с членами API через прописывание этого модуля в явном виде. А когда речь идет о совсем всем известных вещах, то можно действительно напрямую это делать. Вот. Как-то так. Это, в принципе, все, что касается модулей. Теперь давайте попробуем создать пакет со структурой каталогов. Я закрою эти два файла. Не буду в них ничего менять. Задам здесь язык Python. И давайте сделаем что-то очень-очень простое. Например, объявим функцию hello main, которая будет просто выводить hello from main. И все, и больше ничего делать не будет. Создадим папку в Jupyter Root, которую назовем main package. Отлично, main package. В нем будет лежать наш скрипт. Назовем его main script. И создадим еще один файлик с функцией. Да, кстати говоря, зададим язык Python с функцией hello subscript. И все, что он будет делать, это выводить hello subscript. Здесь создадим еще одну папку внутри и назовем ее subpackage. И сохраним уже в ней наш subscript. Отлично. На самом деле, чтобы пакеты воспринимались Python как пакеты, нужно также создать файлы, которые называются двойное подчеркивание init двойное подчеркивание .py в каждом подкаталоге. Я пройду в main package. Здесь создам текстовый документ и назову его init с двумя подчеркиваниями. Расширение, как я уже говорил, py. И точно такой же файл, совершенно пустой, нужно добавить в subpackage. Теперь давайте попробуем заимпортировать наш пакет. Я создам файл, установлю язык Python и сохраню его над main package, на уровне main package, и назову его package test. И теперь мы можем в этом самом package test заимпортировать наши скрипты. Чтобы заимпортировать из основного скрипта, я могу написать from main package. Это прямо фолдер. Import main script. По-моему, он у нас main script называется. Да. А чтобы заимпортировать subscript, мы можем пройтись прямо по структуре фолдеров. My main package, subscript, import subscript. Точнее, вот здесь sub package, import subscript. И теперь мы можем обращаться к нашим скриптам
вызывая функции. Main script. Точка. Что там у нас? Hello main. Hello main. Вызвать функцию можем. И из сабскрипта можем вызвать функцию hello subscript. Hello subscript. Как-то так. И теперь мы можем запустить наш package test. Python. packagetest.py. Так, has no attribute hello subscript. Subscript. Потому что здесь hello должно быть. Ошибочка вышла. Еще раз. Отлично. Hello from main, hello subscript. Если мы хотим импортировать конкретную функцию и не обращаться по модулю к ней, то мы можем здесь продлить наш импорт и записать сюда subscript, а импортировать функцию hello subscript. И тогда мы сможем уже вызывать ее вот таким вот образом. Сохраняем. И все работает. Также есть возможность назначения псевдонимов. То есть, если мы импортируем какой-то скрипт, но хотим обращаться к нему не по его имени, то мы можем придумать его другое имя через оператор s. Например, smain. И теперь я вместо main script могу обращаться к нему через main. Сохраню этот файл, запущу снова, и все работает. Если вас чем-то не устраивает имя модуля, можете придумать ему псевдоним. Если вы не хотите перечислять вот таким вот образом конкретные члены API, а хотите заимпортировать напрямую абсолютно все, то можно использовать звездочку. Вот здесь вот, импорт звездочка. И, соответственно, не надо будет, если там несколько функций, каждую прописывать в отдельной строчке. Мы сможем их все вызывать. То есть, если мы добавим сюда еще одну, def, hello, indeed, print, indeed, hello, сохраним. Теперь можем indeed, hello вызвать напрямую, правильно? Hello indeed. Hello indeed. Сохраним. И все работает. Indeed hello, все выведено. А если мы здесь заимпортируем только hello subscript, сохраним, то последнее вызвано не будет. Да, можете видеть ошибку hello indeed is not defined. Так что с помощью вот такого синтаксиса можно импортировать абсолютно все члены API напрямую. Но, как я уже говорил, с этим могут быть сопряжены определенные проблемы. Точнее, как бы, либо проблемы, либо просто недостатки читабельности. Специальным символом main с двумя подчеркиваниями. Еще раз, давайте напишем два простых скрипта. Один скриптик будет содержать некоторые функции. Например, конвертирование сантиметров в дюймы. Все функции будут крайне простые. Здесь перемножаем сантиметры на 0,39, 37,01. Еще функция у нас будет конвертировать километры в мили. Здесь у нас будет return километры умножить на 0,621,371 и Цельсии Фаренгейты. Принимает Цельсиус. Отлично. И возвращает Цельсиус умножить на 9/5 плюс 32. Да, вот такая странная формула, но действительно все правильно. И пропишем здесь то, что мы уже прописывали. If
name равно main, то вывести call a converting func that you want. Else print was imported, not executed directly. Что здесь имеется в виду? А имеется в виду здесь вот что. Если этот скрипт будет выполнен через Python напрямую, то есть мы, условно, через cmd выполним команду Python и скормим Python этот скрипт, то интерпретатор посмотрит на name, и он будет равен main. Если напрямую запущен скрипт, здесь будет main. То есть name будет равен main. И тогда исполнение зайдет сюда. Действительно, когда мы напрямую запускаем скрипт, зачастую Python-программисты пишут одиночные скрипты, которые имеют право быть выполнены не в составе какой-то большой программы, а как отдельный скрипт. Это абсолютно нормальная ситуация. И когда запускается скрипт, мы хотим сразу же что-то вывести пользователю, что-то запросить или вызвать наши функции в определенном порядке или что-то в этом роде. Да множество вариантов. Грубо говоря, запустить наш скрипт так, как положено. И в таком случае мы действительно можем написать вот так вот if name равно main, и здесь все, что надо сделать. А else ветка будет работать тогда, когда наш скрипт был не выполнен через Python напрямую, а был заимпортирован через ключевое слово import. Давайте проверим, что будет. Да, при этом мы не можем просто эти print, например, там написать вот здесь, без такого if else, потому что такой print, он будет выполняться всегда вне зависимости от чего-либо. Когда этот скрипт будет импортироваться или запускаться через Python напрямую, все равно будет выполнен. Поэтому вот так делать правильно. Это делается в конце скрипта обычно. Ну, можем сохранить где-нибудь Jupyter root. Назовем это converter.py. И создадим еще один файлик. Он будет вызывать наш конвертер. Скажем, будет говорить import converter. Ну и, скажем, будет говорить converter. Что там у нас? 2 miles. Скажем, 10 километров. Print. Сохраним. Это у нас будет converter caller. Теперь, находясь в Anaconda prompt, мы можем проверить, что будет, если мы напрямую запустим наш конвертер. Если мы напрямую запускаем, то мы видим call a converting func that you want. То есть мы попадаем в наш вот этот if. А вот если мы запустим не конвертер, а конвертер caller, то получим фразу was imported, not executed directly, а дальше наше вычисление. Надеюсь, теперь разница понятна. То есть здесь мы можем, например, вывести какую-то дополнительную информацию или ничего не делать. Ну, так же, как и здесь, в принципе. Ну, как правило, вот if name равно main, здесь мы запускаем функции в нужном порядке. Ну, или тоже, в принципе, можем вывести какую-то просто текстовую дополнительную информацию пользователю и так далее. Короче говоря, if name равно main обрабатывает два случая, когда скрипт был запущен напрямую и когда скрипт был импортирован. В обоих случаях мы можем хотеть делать что-то разное. И как раз это те блоки кода, которые нам потребуются для того, чтобы здесь что-то предпринять в том или ином случае.